Hello friends, this is Ina from Speak Easy. Welcome to my channel. Today we continue reading the political novel The Interpreter. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ина. Мы продолжаем читать с вами политический роман «Переводчица». Сегодня мы разберемся с 20-й частью. Давно я не записывала видео для своего YouTube-канала, потому что, как я и предупредила вас заранее, я начала работать над своим онлайн-курсом по диалогам. Но сейчас я решила сделать перерыв, потому что, как оказалось, это длительная и кропотливая работа, и вот в этот перерыв я собралась и сделала для вас видео. Так что сегодня мы читаем, переводим. А на моем канале в Инстаграм вы можете послушать аудиозапись этой части. Чтобы найти меня в Инстаграм, можно ввести в поиск Speak Easy in English, или я оставлю прямую ссылку в описании к этому видео. Итак, друзья, давайте читать и переводить с вами 20-ю часть. The Interpreter by Charles Randolph, Part 20. Друзья, обратите внимание, что эта часть у нас без словаря, а все потому, что все слова, которые встретятся в этой части, мы уже встречали раньше или в этой книге, или в других прочих книгах, которые я уже записывала на свой канал, так что нет смысла ни в каком словаре для этой части. Поэтому мы сразу приступаем к чтению и переводу. Chapter 11. Death of a Killer. 11 глава. Смерть убийцы. Later that night, while Russell was playing cards in the apartment across from Sylvia's home, Tobin looked at some photos. Поздно, в тот вечер, или поздно ночью, в то время как Рассел играл в карты в квартире напротив дома Сильвии, Тобин смотрел на фотографии. Слово «сам» используется, но в том случае, когда или количество неизвестно, или неважно, поэтому можно не переводить. Looked at some photos – смотрел на фотографии. There were photos of Philip dead in the bathroom and Jamal dead in the closet. Там были фотографии Филиппа, который погиб в ванной комнате, и Джамал, который был убит в шкафчике, в стенном шкафу. There were police photos of the African mosque and the Bone Factory kitchen. Также были фотографии из полиции африканской маски и кухни, где было производство бомбы. He looked closely at a list of telephone numbers on the kitchen wall and copied them onto a piece of paper. Он внимательно или пристально посмотрел на список телефонных номеров на стене в кухне и переписал их на клочок бумаги или на листик. He read a police report. The hair in the mask was Jamal's. Он прочитал доклад полиции. Волос, найденный в маске, принадлежал Джамалу. There were photos of the people from the Motoban ambassador's office. Также были фотографии людей из посольства Мотоба. He looked at Philip's pictures from Africa, a small town, a Jenny Zola and Simon Broom walking into a stadium. Он посмотрел на фотографии Филиппа, которые тот сделал в Африке. Маленький городишко, а Дженни Зола и Саймон Брум идут на стадион. The next photo showed a large black car and 3 soldiers. На следующей фотографии или на другой фотографии была большая машина и 3 солдата. Then there was a picture of a well-dressed African man. И затем была фотография какого-то, артикль неопределенный поэтому можем перевести какого-то хорошо одетого африканца. He was climbing out of the car and walking toward the stadium. It was Gamba. Он вылазил из машины и шел по направлению к стадиону. Так это же был Гамба. Zola's dead, Тобин said quietly. Зола мертв, сказал тихо Тобин. Russell looked up from his card game. Рассел
оторвался от своей игры в карты, если дословно посмотрел наверх, looked up. Did you say something? He asked. Ты что-то сказал? Спросил он. Tobin didn't reply. Тобин не ответил. He moved to the window and looked at Sylvia's apartment. Он подошел к окну и посмотрел на квартиру Сильвии. There was a black car outside the building and a man in Sylvia's living room. Рядом со зданием на улице была черная машина, а в гостиной у Сильвии был какой-то человек. There's somebody in there, he shouted to Russell. Там кто-то есть, крикнул он Расселу. He ran to the door and down into the street. Он побежал к двери и вниз на улицу. Gamba walked quietly through Sylvia's apartment. Гэмбо бесшумно передвигался по квартире Сильвии. The living room was empty, so he went into the bedroom. Гостиная была пуста, поэтому он зашел в спальню. The bathroom door was closed, but he could hear the shower. Дверь в ванную комнату была закрыта, но он смог услышать, что работал душ. He shot 3 times through the door, then kicked it down. Он выстрелил 3 раза через дверь, а потом выбил ее. The shower was empty. Душевая была пустая. Tobin ran into the room. Тобин вбежал в эту комнату. Both men stopped, and then Tobin pointed his gun at Gamba's head. Дословно, оба мужчины остановились. Можно перефразировать. Они оба остановились, и затем Тобин направил свой пистолет Гамбе в голову. «Drop your gun and lie face down on the floor, now!» he shouted. «Бросить оружие и лечь на пол лицом вниз, сейчас же!» – закричал он. Gamba said something in French and lifted up his gun. Tobin shot him. Гэмбо сказал что-то на французском и поднял свой пистолет. Тобин застрелил его. Then he ran into the bathroom and looked into the shower. Потом он забежал в ванную комнату и посмотрел в душевую. Where was Sylvia? Где же Сильвия? He turned to the window. It was open, and the street below was empty. Он повернулся к окну. Оно было открыто, а улица внизу была пуста. Tobin called the police and his boss, J. Pettigrew. Тобин вызвал полицию и своего начальника, Джея Петтигрю. Russell joined them, and they stood in the street outside Sylvia's apartment. К ним присоединился Рассел, и они стояли на улице рядом с квартирой Сильвии. «Who is she?» Pettigrew asked. «Кто же она такая?» – спросил Петтигрю. «Does somebody want to kill her? Or is she the killer?» Кто-то хочет убить ее? Или она и есть тот самый киллер? I don't know, Тобин said. Я не знаю, сказал Тобин. Well, where is she? Pettigrew asked angrily. Ну так, тогда где же она? Спросил сердито Петтигрю. Maybe you can ask her? Может быть, вы спросите ее? I don't know, Тобин said again. Я не знаю, опять сказал Тобин. She's scared, but that doesn't tell us anything. Она напугана, но это ни о чем нам не говорит. Russell, check these numbers. Russell, проверь эти номера. He gave Russell the list of telephone numbers from Jamal's kitchen wall. Он дал Расселу список телефонных номеров, которые нашел на стене в кухне у Джамала. «What's happening, Тобин?» Pettigrew said. «Что происходит, Тобин?» – сказал Петтигрю. «I thought that 2 different men, Jamal and Philip, were the killers». Я думал, что 2 разных человека, Джамал и Филипп, были убийцами. «But they are both dead». Но теперь они оба мертвы. «Somebody wants us to think it's one of them».
It isn't. Кто-то хочет, чтобы мы подумали, что это один из них. Но это не так. It isn't. Но это не так. What about Sylvia? Pettigrew asked. Ну а как же Сильвия? Спросил Петтигрю. When something happens, she's always there. Когда что-то происходит, она всегда там. She was on the bus with Kuman. Она была в том самом автобусе с Куманом. I don't think she's a killer, Тобин said. Я не думаю, что она убийца, сказал Тобин. Then who are we looking for? Pettigrew said. Так кого тогда же мы ищем? Сказал Петтигрю. Зувани will hear tomorrow morning. Зувани будет здесь завтра утром. We don't have much time. У нас немного времени. A police officer brought out Gamba's body. Офицер полиции выносил тело Гамбы. Neil Sludd arrived at the same time and looked at the dead man's face. В то же самое время подъехал Нильс Ладд и посмотрел на лицо убитого. «Who is he?» he asked. «Кто это?» он спросил. «Жан Гамба», Тобин said. «Жан Гамба», ответил или сказал Тобин. He looked closely at Nils Ludd, but Ludd's face was empty. Он внимательно смотрел за Нильсом Ладдом, но его лицо ничего не выражало. Если дословно, face was empty, лицо было пустым. Our bowman, Тобин continued. I shot him. Наш подрывник, продолжил Тобин. Я застрелил его. Where is the interpreter? Ludd asked. А где эта переводчица? Спросил Ладд. She's gone. He missed her, Тобин said. Она исчезла. Он упустил ее, сказал Тобин. Can I look upstairs? Ludd asked. Я могу посмотреть наверху? Спросил Ладд. Тобин sent an agent upstairs with him. Тобин послал агента наверх с ним. Go home and get some sleep, Pettigrew said to Тобин. Поезжай домой и немного поспи. Петтигрю сказал Тобину. I'm going to wait for her, Тобин protested. Я дождусь ее, запротестовал Тобин или возразил Тобин. No, you are not, Pettigrew said. Нет, ты не станешь этого делать, сказал Петтигрю. Russell and Dot can look at her. Рассел и Дот смогут присмотреть за ней. You need sleep. Тебе нужен сон. I want you to be awake tomorrow morning. Если дословно, я хочу, чтобы ты был бодрствующий завтра утром. He looked at his watch. Он посмотрел на свои часы. This morning. Сегодня утром. We have 7 hours. У нас осталось 7 часов. Если дословно, мы имеем 7 часов. Dot drove him home. Dot везла его домой. Тобин, she said quietly, I'm worried about you. Тобин, сказала она тихо, я переживаю или я беспокоюсь о тебе. They are not our family, and they are not our friends. Они не наша семья, и они не наши друзья. They are our job, you told me that. Они наша работа. Ты мне так говорил. Тобин looked out of the car window. Тобин смотрел из окна машины. I know, he said, and it's true. Я знаю, сказал он. И это так и есть. Или и это правда. She'll be okay, Dot said. С ней все будет в порядке, сказала Дот. He left the car and went into his apartment. Он вышел из машины и зашел в свою квартиру. There was a message on the answering machine, and he turned it on. На автоответчике было сообщение, и он его включил. He heard Sylvia's voice and street noises behind it. Он услышал голос Сильвии, и на его фоне шум или звуки улицы. Если дословно, street noises behind it – уличные звуки позади него. Него имеется в виду голос. I'm fine, but I don't want to talk. Тобин, you were right. My brother was right.
Со мной все в порядке, но я не хочу разговаривать. Тобин, ты был прав. Мой брат был прав. Words don't stop the killing. I've had enough. I'm going home. Слова не останавливают убийство. С меня достаточно. I've had enough. С меня достаточно. Я еду домой. Друзья, мы дочитали с вами эту главу. Это было последнее предложение, но ваша работа на этом не должна заканчиваться. Я вам советую обязательно послушать аудиозапись, представленную носителями языка. А я прощаюсь с вами до следующего видео. See you in the next video. Bye bye.